Очень добрый день. Я Лейка Каркуша, до сих пор новичок в YouTube. И это, по-моему, 9-й, может, даже 10-й дневник, где я рассказываю, как себя чувствуют, что думают и чем занимаются молодые начинающие ютуберы, как они проходят разные трудности. Но у меня трудность на этой неделе была в том, что я зашла за долгое время к статистике, посмотрела, что у меня 500 с чем-то подписчиков, значит, я почти половина, какой-то такой первой ютубер цели. Но я посмотрела общее часа просмотров, еще очень-очень не хватает, по-моему, 1/5 часть только для того, чтобы, стать уже таким, даже молодым ютубером, наверное. Но интересно, что я все равно продолжаю что-то делать, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что я двигаюсь правильно. Но я расскажу сейчас то, о чем я уже давно хотела сказать, поскольку мы переехали из-за войны, мы переехали в Латвию сейчас, дети уже 2 месяца проучились, заканчивают школу. У меня прошло какое-то время производить там документы, но я пошла работать. Притом интересно, пошла работать тут же по соседству. Есть производство для произведения очень классных домов, про которых я еще расскажу. Во-первых, потому что мне эта сфера очень всегда интересовала. Мое первое образование – это дизайнер интерьера. Мне нравится интерьер, мне нравится архитектура, мне нравится создавать среду для людей. Но еще мне всегда привлекали природные материалы. Поэтому, как бы странно ни было, я иду каждое утро, я уже 7:30 почти на рабочем месте, одеваю униформу, я еще расскажу. И там в фабрике есть отдел, где создается мебель для сада. И там есть специальные краски, экологичные, которые покрывают дерево, оно становится таким красивым, проливающимся, природным, но на солнце очень красивый цвет. Получается, что я каждый день занимаюсь такой очень простой работой, и я сама очень долго не могла привыкать, чем же я тут занимаюсь. Крашу просто эти деревянные детали. Но я словила в какой-то 3-4 день такое удивительное чувство удовлетворения. Во-первых, я думаю, что те, которые сейчас чувствуют себя выкинутыми из лодки и в очень тяжелых обстоятельствах, по-моему, одна из лучших вещей, что можно делать, если вы, конечно, в состоянии, это даже если вы не знаете, что делать, просто идти делать какие-то вещи, которые нужны. Для кого-то это может убирать дом или садить сад. В моем случае мне ничего такого не надо делать, я это уже делаю. Я пошла, и я поняла, что мне такая простая, ручная работа, она для меня работает как медитация. Я осознала, что, возможно, первый раз в жизни за долгие годы, наверное, исключая детство, я живу сейчас. Я не могу планировать очень долго вперед. Я даже не знаю, куда мои дети пойдут в школу осенью. И есть какая-то мысль, но у меня нет никаких даже внутренних гарантий. Но интересно, что есть какая-то необычная сила в том, что делать правильные, простые вещи каждый день. Вставать там 5:30, выпить кофе, почитать Писание, промолиться, это мне уже там, вовремя пойти на работу, весь день работать. Я прихожу домой уставшая, аж очень сильно уставшая. Но интересно, что это удовлетворение, что ты хотя бы что-то делаешь, не просто сходишь с ума от бессилия, очень сильная штука. Поэтому я думаю, что люди, которые в тяжелых ситуациях, все равно могут делать что-то, если они способны психически, даже простую работу, убирать, красить, что-то. На самом деле это имеет очень такой удивительный терапевтический эффект. Я сама очень удивлена этим. Так что можно жить сейчас, а по поводу Ютуба тоже, наверное. Потому что сейчас мне мало энергии на то, чтобы очень продвигать канал, выращивать. Но я сделала хорошую вещь. Видите, я вчера, например, записала уже скрипт для следующего своего видео. Я всегда пишу скрипты, я не могу без того, чтобы выложить мысль. Так меня обучали публичному спикерству, и мне помогает создавать. Так что мне уже создается новое видео. Я уже хожу с ним, вынашиваю. В голове очень похоже, как было с проектами, когда я делала дизайн интерьера. Я не могу так встречаться с клиентом и быстро так за 2 ночи или за 3 недели быстро что-то делать. Это, наверное, как ребенок, тебе надо вынашивать, обсуждать, размышлять. И когда оно готово, очень легко выкладывать на бумагу или условно легко в программе. И тогда получается хорошая работа.
Ну вот я сейчас вынашиваю видео про дом, и там есть немножко какая-то проблема, я увидела. Я очень люблю архитектуру, я очень люблю дом, и как раз создавать среду для людей. Но, с другой стороны, мне очень нравятся темы про отношения, про личностный рост, про сложности, которые люди проходят. И даже люди, я больше рассказываю про то, что я проходила, в чем я выжила и что мне помогло. Так что это, наверное, еще одно из тех искушений, с которым сталкиваются молодые ютуберы, разные темы. И все советуют, давай найди одну тему и ее продвигай, и потом, когда у тебя будет достаточно аудитории и просмотров, ты сможешь, не знаю, там, рассказать про жизнь. Ну, да, у меня такое сейчас искушение. Я немножко делала видео про Украину, это было интересно, потому что трендовая тема. Но я сейчас не в Украине. Видео про дома. Ну, так что я в таких перекрестках, наверное. Но все равно я понимаю, что лучше делать что-то, и эти маленькие шаги все равно набирать какую-то компетентность, опыт, делать ошибки, понимать, что так не надо. И поэтому учиться, чем не делать ничего. Что я вам желаю, что если вы знаете, о чем вы читаете, вы не знаете, с чего начинать. Так, возможно, просто можно открыть YouTube и смотреть обучающие ролики. Бывает, что создавать самому сложно, но то, что можно делать, смотреть обучающие ролики людей других и вдохновляться от этого. И, возможно, со временем придет сила, энергия начинать делать что-то самому. Так что я желаю вам чудесного дня, а я так красиво одета, потому что наша младшая дочка сегодня в садике выпускной. Мне тут готовый уже кекс, мы через полчаса выходим. И желаю сделать маленькие шаги, что вечером, даже уставшие, мы могли лечь спать и думать, все-таки что-то ценное я в этом не сделала. Я благодарю, подпишитесь, я все-таки стараюсь создавать ценный контент для людей, которые делают YouTube, и, может быть, по другим темам. И желаю вам чудесного, хорошего дня. Па-па.